Привет, друзья! Впервые послевоенные годы этот весьма перспективный дизельный грузовик был довольно близок к массовому производству. Именно в 1943 году, согласно приказу Наркомата среднего машиностроения номер 282 заводу Ульзис, ныне УАЗ, совместно с НАТИ должны были создать дизельный 4-тонный грузовик с колесной формулой 4х2 для послевоенного массового производства. Работы со стороны Ульзиса возглавил главный конструктор автозавода «Шапошник», а со стороны НАТИ главный конструктор автомобильного отдела Душкевич. Но из-за того, что должного количества подготовленных инженеров-конструкторов на Ульзисе не хватало, большая часть работы легла на плечи сотрудников НАТИ. В эту группу входил и известный отечественный дизайнер Юрий Аронович Долматовский, создавший внешность нового грузовика. Будущий грузовик 253 должен быть не копией или лицензией зарубежных образцов, таких как АМА F15, ГАЗ-АА, и не являлся развитием взятой за основу зарубежной конструкции, такие как ГАЗ-1151, ЗИС-15, а стать самостоятельным проектированием на основе исследования технического развития отдельных механизмов и грузового автомобиля в целом. Общая компоновка Ульзис НАТИ по сравнению с ранее выпускавшимися моделями претерпела кардинальные изменения. Сдвиг кабины и двигателя вперед, что позволило получить маневренную машину с меньшими габаритами и большей площадью бортовой платформы. В качестве силового агрегата был выбран двухтактный трехцилиндровый дизель рабочим объемом 3490 см3, представляющий собой урезанный вариант американского четырехцилиндрового двигателя GMC 4.7. Этот двигатель при хорошей динамике обещал дать ей значительную экономию топлива. Хоть и грузовик и был самостоятельной разработкой, не обошлось и без заимствований, поскольку ряд узлов проще было взять с иностранных аналогов, чем создать заново. Опытный грузовик Ульзис НАТИ 253, который собрали в июне 1944 года, имел доработанный двигатель GMC. Также на нем были установлены импортные пневмотормоза, сцепление, рулевой механизм, амортизаторы, шины. Кабина автомобиля взята за основу с американского Студебекера, которая была расширена до трехместной, и получила новые основания и переднюю стенку, а также укороченные немного двери. Самостоятельно были изготовлены на заводе опытной конструкции НАТИ коробка передач, рама, задние и передние мосты, рессоры и оперение. Масса машины равнялась 3400 кг. Грузоподъемность автомобиля на шоссейных дорогах составляла 3500 кг. Автомобиль оснащался 12-вольтовым электрооборудованием. Много внимания уделялось мягкости хода подвески, снижению утомляемости водителя, сохранности груза, средней скорости движения и долговечности автомобиля. Дорожные испытания Ульзис НАТИ были начаты 30 июня 1944 года. Первый их этап, проходивший в различных условиях, показал вполне надежную и хорошую эксплуатационную работу машины. Ходовые качества автомобиля, определенной динамикой и удобством посадки водителя, хорошей обзорностью и легкой управляемостью и высокой комфортабельностью подвески отмечались тоже как высокие. Зимние испытания 1945 года дали возможность установить удовлетворительную проходимость грузовика по заснеженным дорогам и бездорожью. Несмотря на то, что основную работу по созданию нового грузовика вели москвичи, параллельно с ними свои работы проводили в Ульяновске. И сперва они отличались друг от друга. Например, московский автомобиль сперва получил своеобразную внешность в благохарактерной форме капота и установленной на ней эмблеме. В 1945 году экстерьер капота и оперения был приглажен, в результате чего машина стала выглядеть гораздо изящнее. Именно эта машина экспонировалась на автомобильной выставке в Сокольниках. И так сложилось, что именно этот образец, созданный нами, получил наибольшую популярность благодаря фото и публикациям как представитель этой марки. Ульяновский же первый опытный образец был готов к 1 мая 1944 года и был похож на ЗИС-32. Получил автомобиль трехцилиндровый дизель, оригинальный капот и облицовку радиатора, а кабина была заимствована от одного из импортных грузовиков. В ноябре 1944 года был собран второй ульяновский экземпляр, уже похожий на своего московского собрата. Полукруглая решетка радиатора имела центральную вертикальную стойку и расходившиеся от нее в стороны горизонтальные планки.
Полукруглые крылья имели предельно технологическую для штамповки форму. Фары устанавливались на кронштейнах между бампером и крыльями. Капот, в отличие от конструкции Нати, сделали открывающийся с боков. Автомобиль получил 83-сильные дизельные двигатели и топливный бак на 125 литров. Оба ульяновских варианта приняли участие в испытательном пробеге Ульяновск-Москва-Ульяновск в 1945 году, где были осмотрены специалистами НАМИ. Все бы ничего, и может быть этот грузовик пошел бы в серию, но помешали его дальнейшему развитию и внедрению серийного производства два фактора. Первый удар уготовили машине сверху. Было принято решение об освоении Ульяновским заводом производства горьковского грузовика ГАЗ-ММ, который был более нужен для восстановления разрушенного войной хозяйства, потому что это была проверенная временем машина, чем доводка грузовика с довольно сложным в освоении и капризным на первых порах дизелем. Второй удар пришелся уже на перенесенное будущее производство в Сибири, Новосибирском автомобильном заводе. Главной причиной проблем с выпуском автомобиля на этом заводе стал дефицит оборудования наряду с нехваткой средств и вялым строительством новых цехов. И постановлением Совмина СССР Новосибирский завод был ликвидирован, так и не наладив серийное производство будущего НАЗ-253. После этого к вопросу выпуска 253 уже не возвращались. Опытные образцы разделили печальную судьбу почти всех своих собратьев. Они были сданы на лом. Выставочный УЛЗИС Нати, который коротал свой век за задворками НАМИ, в конце концов был отправлен на лом. Главной причиной невыхода в свет УЛЗИС Нати 253 стало последнее и фатальное отнятие у модели двух заводов-производителей – УЛЗИСа и НАЗа. Так сложилось, что если под какую-нибудь модель отсутствует производственная база в отечественном автопроме, то как бы ни был хорош автомобиль, пойти в серию не суждено. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего. Пока-пока.